Биография Александра Маслякова. Александр Масляков, старший, известный отечественный телеведущий, бессменный ведущий юмористической телепередачи КВН с 1964 года. Начало жизни и встреча с КВН. Масляков Александр Васильевич родился 24 ноября 1941 года в Свердловске, Екатеринбург, в семье военного летчика. Его отец Василий Васильевич прошел всю войну, а мама Зинаида Алексеевна была домохозяйкой и воспитывала сына. Изрядно помотавшись по гарнизонам, родители осели в Москве, где в 1960-м парень поступил в МИТИ, планируя стать инженером-железнодорожником. Ему повезло быть студентом во времена хрущевской оттепели. Тогда КВН, единственная молодежная развлекательная программа, была невероятно популярной. Кстати, известная всем аббревиатура КВН родилась в коммунальной квартире одного из основателей идеи Михаила Муратова. Его соседом был Владимир Высоцкий, которому были интересны кухонные баталии творческих ребят. Именно он и предложил назвать передачу «Клубом веселых и находчивых». Масляков был фанатичным болельщиком команды родного МИТИ. В 1964 году ведущий КВН Альберт Аксельрод был вынужден уйти, но порекомендовал режиссеру назначить на свое место улыбчивого и обаятельного Сашу Маслякова. В паре со Светланой Жильцовой они вели программу до ее закрытия в 1971. Интересное название тогда имела должность Александра. Его именовали комментатором молодежной программы. Профильное образование Масляков получил на высших курсах работников телевидения немного позднее, в 1968 году. После закрытия КВН Масляков исчез с экранов. Это вызывало постоянные слухи, что ему дали срок то ли за уголовное, то ли за политическое преступление. На самом деле Александр Васильевич тогда искал, чем заняться после 10 лет активного творчества. В КВН он был уже не только ведущим, но и редактором номеров и пробивной силой, ведь препоны худсоветов приходилось преодолевать иногда нечеловеческими усилиями. Я постоянно был пробником. Надо сказать, что организация и ведение развлекательных программ в СССР было делом неизведанным. Ни опыта, ни наставников, ни у кого из тех настоящих первопроходцев жанра не существовало. А Масляков очень часто был первопроходцем, или, как он сам любил говорить, пробником телевизионных проектов. Сейчас его бы попросту назвали шоуменом. В начале 70-х на телевидении появилась новая программа молодежной редакции Останкино под названием «А ну-ка, девушки». Параллельно с ней организовали проект «Вираж» в формате соревнований или эстафеты между мужскими командами. Программа «Алло, мы ищем таланты» была прообразом современной фабрики звезд. Развлекательные передачи, которыми советское телевидение не баловало аудиторию, в силу своей оригинальности имели ошеломляющую популярность. Маслякова вся страна знала в лицо, поэтому каждая новая программа с его участием была просто обречена на успех. Например, организатор «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов пригласил провести первый эфир именно Маслякову. Также он был ведущим первого выпуска «Скандального взгляда». Это уже потом пришли новые поколения, от Влада Листьева до Сергея Бодрова. Позже, в 1989 году, вместе с Леонидом Якубовичем Александр Масляков даже вел первый конкурс красоты «Мисс СССР». Возрождение КВН. С 1985 в СССР началась перестройка, что значительно ослабило цензуру и убрало много идеологических запретов. Уже маститый работник телевидения, Масляков стал инициатором возрождения своей любимой юмористической передачи в том же формате «Соревнования студенческих команд». С 1986 начался новый отчет в жизни самого долгоиграющего телевизионного проекта, а также и в биографии ее ведущего и бессменного художественного руководителя. Александр Васильевич предпочитает именно эту формулировку, избегая слова «продюсер», хотя по сути он занимается и продюсированием. Ведение передач – это видимая часть процесса, остальная же работа Маслякова остается за кадром. В конце 80-х Александр создал творческое объединение «Амик», которое стало заниматься не только проведением игр КВН, но и фестивальным движением. Надо сказать, что нет ни одного телевизионного проекта на постсоветском пространстве, который бы дал путевку в жизнь стольким известным личностям и популярным шоу. Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тимур Батрудинов, Гарик Харламов отпочковались в Comedy Club. Самые яркие девушки – Наталья Еприкян, Елена Борщева, Екатерина Варнава
организовали очень женское, но очень смешное шоу «Comedy Woman». Сколько талантливых комедийных актеров вышло из стен альма-матер Маслякова. Это и Михаил Галустян, и Сергей Светлаков, и Александр Ревва. В сериале «Интерны» сразу две главные роли сыграли бывшие члены клуба. Это Светлана Пермякова и Азамат Мусагалиев. Команда «Уральских пельменей», организовавшая позднее свое шоу, полным составом вышла из КВН. Членами жюри КВН в разное время были Леонид Парфенов, Константин Эрнст, Михаил Ефремов, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Геннадий Хазанов и еще около сотни известных имен. В 2016 году президент России Владимир Владимирович Путин лично поздравил Маслякова с юбилеем. Личная жизнь Александра Маслякова. Александр Васильевич говорит, что для него игра стала жизнью, личной в частности. Со своей женой Светланой Анатольевной он познакомился в 1967 году, когда девушка пришла на телевидение. В 1971 они поженились. Светлана была и остается режиссером КВН с 1986 года. Их сын Александр Александрович продолжил семейное дело и ведет премьер-лигу КВН. Внучка Таисия Маслякова, 2006 год еще малышкой засветилась в шоу «Минута славы», в котором ведущий Александр Олешко разоблачил ее инкогнито. С 2017 года она пробует себя в роли ведущей детской лиги. Масляков не собирается подводить итоги, а значит, еще не раз прозвучит с экранов. Мы начинаем КВН. Александр Масляков сейчас. В конце 2017 года стало известно, что Александр Масляков покинул пост директора Московский молодежный центр «Планета КВН». При этом его представители официально заявили, что это было добровольным решением Маслякова, никак не связанным ни с какими коррупционными скандалами. К радости поклонников передачи Александр Васильевич по-прежнему остается ведущим КВН.